Привет, Гуша. Здорово, Юр. Правильно, Сергей? Или сегодня будешь все-таки Гушей? Да что такое правильно? По паспорту. Вот так По вот. паспорту. Вот как ты заговорил. Я понял. По паспорту, да. А откуда такой псевдоним? В самых таких вообще молодейших моих ногтей все предки и родственники называли меня Сергушей всегда. Мгм. И когда я возмужал, я отсек все лишнее и остался вот тем, кто Остался и сейчас. суровым бородатым Гушей. Да, так и да. Да. А Катушкин фамилия откуда пришла? Катушкин, ну, так уж вышло. Ну, по паспорту, Не из-за опять-таки... прически? Ну, прекрати, ну, что ты говоришь? Ну, ну, как бы по паспорту, опять-таки, если уже мы считаем паспорт эталоном правильности и вообще чего-то значимого, то по паспорту я Колесников. Это что-то связанное с колесами, с чем-то круглым, и тем, что катится. Катушка — это, в принципе, тоже что-то круглое, то, что катится, но она еще обладает одним полезным свойством. На нее можно многое намотать. И плюс при этом катушка еще обладает магическими свойствами преобразовывать электрические поля в магнитные и наоборот, как, насколько мы знаем из уроков физики. Поэтому катушка победила, да. То есть, ну и вообще Колесников бесполезное имя в шоу-бизнесе в силу того, что Колесниковых прям вообще пруд-пруди. А Катушкиных даже вот зайди в социальную сеть, их можно посчитать по пальцам. Ну, поэтому я он. Поэтому Гуша, Катушкин. Ну, давай остановимся на этой версии, да. Давай остановимся. И такой первый вопрос. Тот был какой? Переходящий из вопроса, который не первый, нулевой. Это был нулевой отсчет. Да, кстати, отлично, да. Это нулевой вопрос, потому что нельзя его считать за первый. Как Согласен. колесить по всей России, менять ежедневно города и не свихнуться с катушек? Это, типа ты играешь словами, да? Типа пробовал. Я понял. Ну нет, реально, у тебя сейчас такое турне обширное идет. Ты сказал по всей Как России. ты такой темп переживаешь? Ты сказал по всей России, но на самом деле это не. Ну, я все время увеличиваю диапазон вообще свой географический, но пока что я не дошел даже до половины, так-то, если разобраться. Я был, вот и я сейчас посчитал, из наших, 89 регионов, да, ни больше, ни меньше, ну, раньше было так. Я не был даже, то есть я был где-то примерно, в 40, скорее всего, то есть даже не половина. Ну, у нас страна-то большая. Ну, реально 40 большая. это тоже Вообще ой-ой-ой. охренительно большая какая страна, да, то есть вообще я вот пока что вот максимально восточная точка, вот в этом турне я достиг Красноярска, но это вот реально прям половиночка, вот так даже чисто вот по диаметру нашему, в ширину. Если атлас открыть, посмотреть, Да, тогда. то есть это вообще вот так вот. Поэтому, на самом деле гораздо сложнее путешествовать вот в силу того, что наша страна охренительно большая, гораздо сложнее путешествовать там по трети или по четверти. Потому что я помню еще в свои юные годы, когда я выезжал там на пару недель на там 12 концертов, и я очень сильно уставал. А просто когда ты едешь долго, уже там, вот реально, сейчас второй месяц к концу подходит, я себя чувствую отлично. Ну, то есть я привык. У меня просто изменился режим, изменился метаболизм, то есть я как бы адаптировался к этому всему, и я чувствую себя прекрасно, поэтому это круто. Вообще я считаю, что нас убивает не какие-то вещи, да, а переход от одного к другому. И вот этого я теперь стараюсь, то есть как бы вот реально дороже всего стоит переход, а пока ты в процессе, все так вот. Условия максимально лояльные, все по демпинговым ценам, все отлично, да, то есть как бы да. А по своему городу родному не скучаешь? По родине? Где у тебя есть вообще домик? Да, у меня Ракушка твоя. есть парочка домиков, да, я их очень люблю, но а смысл по ним скучать? Мне классно и так-то, в принципе, вот, причем из моих, у меня есть 3 домика, один, другой и вот верхняя боковушка, да, то есть как бы это мой третий вполне себе вот тоже прям так обоснованный дом, в силу того, что я много там времени провожу, пусть это в разных каких-то поездах, вагонах, но он похож-то, в принципе, в силу того, что РЖД у нас по образу и подобию своему воспроизводит все ее транспортные средства, поэтому мне везде комфортно, в принципе, и я наслаждаюсь
всем этим. Но дома, дом, вот это вот статичное место, куда ты возвращаешься, оно тем и прекрасно, что когда ты туда возвращаешься, ты прям... Переполнен эмоциями. Ну и снова вернуться. погружаешься в какую-то вот именно рефлексию, в которой тебе комфортно, то тебе есть что о чем подумать, есть с кем встретиться, есть с кем о чем поговорить. То есть, ну, реально, вот осень — это такое время, что сложно дома сидеть. Я даже если дома, я помню, в детстве сидел, я все время осенью куда-то забуривался, зашоривался, куда-то погружался, все время куда-то уходил, ну, уже с такого более-менее сознательного возраста, когда мне разрешали выходить из дома без присмотра. Мне все время хотелось куда-то уйти. И сейчас я имею счастливую возможность уйти далеко. Есть Да, уже да. многие возможности куда-то далеко бежать. You ask me, I say no, this sounds too highbrow. You've got something I know, bring it to me right now. Bring it to me right now. Show me what did you find there, girl. I'll deposit sorrow, what the source of Мы blood. перескочили все-таки сначала. Вопросы пошли сразу про твое турне. Все-таки наши зрители не знакомы, не все, скажем так, знакомы с твоим творчеством. Да, Давай начнем сначала. Окей. Как ты взял гитару? Или что был за первый инструмент? С чего ты вообще начал? Ты занимался музыкой? Ой, это разные вопросы. Ты сейчас 3 разных вопроса задал. Ну, Мне придется... мне интересно начало твое. Ну, Становление как ну вот, музыканта. вот ты реально задал 3 разных вопроса, примерно каждый из которых, ответ на каждый из которых разделен между собой почти, ну, чуть ли не там 5-7-летними промежутками. Вот с чего все началось, да? Вот, Давай начнем с твоего самого первого юного возраста и с первого музыкального опыта. сексуально-музыкального опыта, да, то есть как бы то, что повлияло на все мое вот это вот последствия, последовательность. Ну, окей. Где Как-нибудь ты схватил вирус музыки? схватил, да. Я помню, вот я вопрос-то на самом деле, ну, не супер как бы оригинальный, но он интересный, и поэтому я на него, конечно же, отвечу. Ну, в силу того, что он как бы не имеет альтернатив, я-то помню, как все было, и поэтому я отвечу как есть. Первые мои музыкальные опыты были связаны со совсем ранним каким-то возрастом. Мне было года 3-4. Мы жили еще в таком большом доме красивом. У нас был телевизор «Горизонт» цветной. И часто, когда тебе хочется посмотреть мультики, на нем показывали выступления симфонического оркестра. Ну, ты знаешь, помнишь это впечатление из детства? Когда тебе хочется мультики, а там симфонический оркестр играет. Надо было заплатить плату. Ну, там Смотреть. просто вот, ну, как-то так было устроено все, что вот ты такой вот ждешь, а там то вот эти полосочки цветные, пи-пи-пи-пи, то вот симфонический оркестр, то балет. Но балет это уже позже, балет это уже в 90-е начался, когда вот начались там всякие наши политические такие нюансы. Ну, вот симфонический оркестр, когда выступал, я уже был настроен на мультики, на сопереживание, и я все время вот смотрел это выступление симфонического оркестра, и музыка как бы классная. У меня была желтая сабля, вот такая вот, такого размера. И я смотрел на дирижера, эмоционально дирижирующего оркестром, и тоже с ним дирижировал, потому что меня вот эта музыка тоже переполняла, потому что, ну, не знаю, то ли я был готов, в принципе, с детства к классической музыке, то ли я был готов к мультикам, а классическая музыка заняла эту нишу. Ну, и как бы мне хотелось прям... Я чувствовал себя вообще всемогущим, когда на одной волне с дирижером вот это все продвигал. Потом, когда уже кончалось вот это вот выступление, ну, вся вот эта штука, уже даже мультики начинались, я выбирал громкость, я продолжал махать саблей, думаю, где музыка? Где музыка? Я же точно так же эмоционально... Мультики уже ходили на второй Мы уже план. музыки, да, какие мультики? То есть, как бы я хочу музыку, вот моя сабля, я делаю то же самое, что я делал, а музыки нет. И вот это вот ощущение, чтобы вот так махать, чтобы рождалась музыка, оно меня не покидало всю мою жизнь. И вот это вот, наверное, мой первый серьезный музыкальный опыт, который отложил все вот это травматическое впечатление на весь мой подход к вот этому процессу и моменту, да. Потом было многое всякое. То есть меня там в 5 лет привели якобы случайно, якобы по моей воле в музыкальную школу, где я 7 лет учился по классу скрипки, но так и не научился играть. Есть там сосед, который приехал из Анапы и поставил мне руку на гриф попровской гитары и научил там переставлять 3 аккорда, чтобы я во дворе стал местной звездой, да, и исполнял шлягеры из репертуара.
русско-роковых коллективов. Есть, ну, есть просто моя личная инициатива, когда мне уже заходит, я думаю, ого, ничего себе. То есть, как бы, ну, много всего происходило, так или иначе. Есть просто, ну... Творить, когда Да, начал творить. ну, творить, вот, уже когда я заканчивал школу. Так осознанно. Заканчивал школу, поступал в университет. Вот меня захлестнула волна нашей великой, могучей русской поэзии, Серебряного века и всего такого прочего, когда у тебя начинают мурашки ходить по коже от словосочетаний, когда у тебя начинают возникать вот эти вот бесконечные образные какие-то ландшафты, которые тебе не дают покоя всю жизнь. И ты, да, начинаешь пытаться точно так же сочетать слова, чтобы они резонировали в тебе чем-то таким могучим, непобедимым. И там, да, и вот конец школы, начало университета, я начал первые какие-то музыкальные опыты, то есть я уже умел переставлять аккорды на гитаре, я этот навык постоянно совершенствовал, насколько мне позволяли условия. Ну и уже когда я закончил университет, и когда я уже, в принципе, что-то освоил, что могло мне как-то пригодиться в этом смысле, я осознал, что я больше делать ничего не хочу. Я проработал 4 года еще на всяких работах, но попутно уже занимался активно сочинением песен, пытался как-то расширять географию своих концертных выступлений. И вот, наверное, год 2009, когда я полностью перешел на вот этот хозрасчет, как мы говорили. И... На светлую сторону. Да, ну как светлую, условно говоря, светлую. Ну не темный же. Не знаю. И тогда ты понял, что на нефильтрованную, что скажем так. музыка тебя связала. Да, да, я это понял, да, давно, но именно вот как бы в тот момент это просто стало социально обусловлено и возможно. Ну, ты сам пишешь песни. По большей части. Откуда черпаешь вдохновение? Кто твои источники? Ну, никто. Это, ну, вообще, как бы, желание написать песню, оно почти всегда, ну, там, с нюансами какими-то, это просто вот ощущение такое мощное, да, в тебе, пульсирующее, резонирующее, которое тебе хочется каким-то образом динамически зафиксировать, так, чтобы можно было потом делиться. Вот как бы песня — это идеальный такой вот снимок, слепок динамический из твоего эмоционального состояния, которое вот выражено в словах, в мелодии, в каких-то пульсациях, которые ты можешь транслировать в процессе вот своих шоу. Ну, это вот, наверное, самое лаконичное объяснение, которое я могу привести. Давай все-таки теперь вернемся опять к первому, точнее, к нашему нулевому вопросу. Как ты решил отправиться по стране, по нашей, по городам? Ну, первые опыты были... Это твое первое вообще турне такое? Да нет, конечно. Ну, то есть, как бы, первые опыты, я же говорю, были предприняты вот 8-9 год, когда я уже заканчивал все свои вот эти промежуточные трудовые деятельности, переходил на хозрасчет, то есть появились социальные сети, которые позволили мне каким-то образом продвигать свое творчество, свои первые записи, находить какое-то минимальное количество людей в соседних городах, чтобы я выезжал, и кто-то пришел и что-то мне дал, чтобы я мог вернуться и продолжить. И год от года, то есть как бы география расширялась аудитория. 2011-2012 год привел к тому, что меня, и мы тогда начали с Машей Чайковской там кое-что записывать вместе. Нас заметили некоторые медиаресурсы, которые нас опять-таки таким совершенно случайным, абсолютно немыслимым всплеском приподняли на гребне волны, и у нас появилась возможность зарабатывать довольно много денег для людей, которые абсолютно никакие не медийные, а просто вот случайно всколыхнувшиеся в этом. Мы записали альбом, мы сыграли много концертов за довольно много денег для людей, которых никто не знает. И это позволило как-то накопить опыт, накопить какой-то... И вот где-то с 2015 года я снова вернулся в свой прежний вот этот вот режим, о котором я говорил тогда.
И я опять... Бременского музыканта. Да, стал снова ездить по городам, там Урал, Сибирь, дальше. И вот сейчас я опять 3-й год уже в режиме вот том, в котором я был там 3-летних гастролей. 9 лет назад, да, то есть как бы это, ну, это прекрасное как бы ощущение того, что ты прям делаешь то, что ты хочешь, ты везде катаешься, делишься. Это, ну, да, это, наверное, мое лучшее переживание за всю мою жизнь, да, то, что происходит Ты сейчас. составляешь вот маршрут? Конечно. Ну, Или ты в одном городе выступил? Не, ну, естественно, я с лета начинаю готовить этот осенний маршрут. У меня есть люди, с которыми я постоянно работаю, мы с ними назначаем какие-то даты, я ищу промежуточные пункты. То есть, как бы, ну, маршрут выстраивается в течение там конца лета, начала осени. Все заранее спланировано уже? Естественно. Никакой спонтанности? Ну как, есть такие моменты, я оставляю окошки, особенно в тех местах, где я там еще там Сибирь, Восточная Сибирь, то есть у меня были окошки, я там какие-то концерты уже спланировал в процессе, в пути, но в основном какие-то контрольные точки были, конечно, намечены изначально все сразу. Которые города не брал еще, отмечаешь, да? Ну, который не брал, ну, то есть я понимаю, что вот куда бы мне еще хотелось приехать, вот у меня здесь есть какой-то график, я понимаю, что вот потом мне надо ехать вот так вот, то есть есть города, я знаю, как я еду туда, я знаю, как я возвращаюсь, но вот здесь вот как бы вот это вот кипящий слой, то есть здесь я могу еще там, я всегда оставляю там какую-то недельку, чтобы там куда-то еще заехать, где я не был. Самая твоя восточная точка? Вот пока на данный момент Красноярск, да. Дальше что? Холодно? Ну, дальше не то, что не холодно, ну, просто вот пока так. Ну, я все время ставлю ногу чуть дальше, чем я был в прошлый год. Хочешь выступить в Якутии? Очень возможно. Ну вот я, кстати, позавчера играл в Казани, и человек, присутствовавший на концерте, оказалось, что он там с Камчатки, и он мне вот предложил слетать на Камчатку вот в начале следующего года. Так что, то есть как бы я разделяю. На самом деле есть вот одно дело, когда ты чуть ли не пешком вот это вот на поездах путешествуешь, как бы на самом деле там в Сибири я бывал и вот там 11, 12, 13 год, когда у нас был активный период дуэтной деятельности, мы часто летали в Сибирь, у нас был такой период, что мы там за 2 года сыграли 5 концертов в Новосибирске. То есть, но это было такое, что ты сел на самолет, прилетел, вернулся. То есть, но это немножко не то. А когда ты туда плавненько доехал и вернулся, и там еще поколесил, то есть это же другое ощущение. Перескочил сразу несколько этапов, да? Ну да. Планируешь ли ты посетить Европу? Да, конечно, и безусловно. Ну и такие предложения уже поступали в течение последних 2-3 лет. И я как бы, в принципе, был бы готов, но там, ну, как бы не хватало какой-то конкретики, серьезности в этом вопросе. Но и еще не хватало моего вот этого внутреннего ощущения, что да, пора. Это понимаю, ну, ты поедешь в Европу, да, и будешь там играть для ностальгирующих иммигрантов, там, наших там 2-3 коллег, там, да, ну, ладно, их там не 2-3, их там до хрена, но все равно, то есть, как бы, ты едешь в другую страну со своим самоваром, как бы, хочется его как-то прям украсить чем-то, да, и так, чтобы он... И я долгое время игнорировал вообще вот этот момент интернациональности и общедоступности. Мне было страшно. Вот, то есть у меня, как бы, я, с одной стороны, нормально владел английским языком там с детства, ну, в школе у меня не было с ним проблем, но никогда недостаточно, чтобы на нем, как бы, использовать его как художественное выразительное средство там в творчестве. А вот реально последние там пару лет я прям интенсифицировал свой вот это вот языкопознавательный процесс, и мне стало легко. Последний год я там плотно погрузился вообще в англоязычную среду посредством просмотра сериалов, там, чтения книг. И я вот за этот год сделал прям обширную такую почти 2-часовую англоязычную программу, которую уже даже один раз обкатал в специфическом заведении. И сейчас я прям готов, и у меня есть предложение, то есть как бы возможно, что этой весной даже уже у меня будут первые такие серьезные заграничные выезды, и я очень как бы к этому радостно подхожу к моменту. И хорошо, если это получится сейчас, позже, неважно. То есть, как бы, на самом деле, над альбомом я только начал работать, пока еще очень мало всего, можно еще и посидеть, но если что-то, то я прям вообще всегда рад. Всегда готов. Да, почему нет? Ты много вообще был в Европе? Вот по большому счету никогда не, ну, не считая там вот там в 2012 году до этого нас позвали, мы в Латвии сыграли, ну, можно это считать Европой? Ну, наверное, можно, да? Ну, там, туда-сюда. Ну, то есть, да, в
Юрмале у нас был концерт дуэтный в 2012 году. Это вот весь мой европейский опыт. Ну, Украина вся Европа, да, то есть поэтому я Украину тоже объехал из 20 теперь уже 3 регионов. Ну, Европа, она только недавно стала. 19. Ну, то есть, как бы, ну, Украину я объехал почти всю. То есть, ну, в отличие от России, на почти 90% России. Белгород это вообще близко. И, как бы, родной город. ну, с 2008 я туда плотно заезжал и курсировал там вообще постоянно. Так, ну, и Беларусь там, как бы, частично, процентов на 50. Раз ты много путешествовал по городам, у нас есть отличная такая рубрика «Я там бывал». Мы сейчас проверим твои познания. Я боюсь. Я же говорю, географические. Я-то нигде не бывал, кроме России, Украины. Итак, рубрика «Я там был». Называется один интересный факт о той или иной достопримечательности. Твоя задача угадать, где это и что это, о чем идет речь. Окей. Так, погнали. Первое. На сегодняшний день в этом здании живут около 50 котов. У каждого из них есть свой паспорт, и они могут свободно передвигаться по этому зданию. О чем идет речь? Ты меня пугаешь. 50 котов с паспортами. 70. 70. 70 котов с паспортами, да. Они могут передвигаться, и что еще Да, могут? но могут передвигаться по этому зданию беспрепятственно, да? А вне здания препятственно, да? То есть, как бы... Ну да, у них там паспорта просто. Без паспортов никак. Там То есть, кошачья милиция сразу на улице требует паспорта. Ё-моё. Ну, давайте дам подсказку. Давай. Город стоит на Неве. Пока что да? никаких идей. Ну, окей. В общем, это Эрмитаж. И что там? И коты там работают. С паспортами? Нет, они там ловят мышей. А паспорта? Ну вот у них паспорта есть, да. Серьезно? Да. Ну, типа в кармане и с фотографиями? Да, в своих кошачьих маленьких жилеточках носят. Ну нет, я имею в виду, что кошки ты меня там хочешь прям... дезориентировать или деморализовать? Я не понимаю, что... Нет, на самом деле мы нашли этот факт в интернете, он достаточно популярный. Может, потом проверить. Окей, так я просто в интернете не был, получается. Не, Ты не ходил туда давно? Не, в Питере-то я был, и в Эрмитаже был дважды, но ни одного кота с паспортом-то я там не видел. Ты просто не Да спрашивал. ты путаешь меня? Может быть, ты... Они тебя подумали с полицией нравов, там все сразу попрятались. Окей, я уже дрожу. Ну ладно, давай перейдем ко второму. Во время строительства этого памятника грузовики, осуществляющие доставку бетона, были помечены лентами определенного цвета, а водителям разрешалось проезжать на красный цвет, а гаишникам их запрещалось останавливать. О чем идет речь? Что, мавзолей? Почти. Пизанская башня? Нет. Окей, ладно. Самая большая женщина в России. Самая большая женщина в России... Она уже умерла. Подожди. Сейчас. Из бетона. Из бетона. Самая большая женщина. Это в Волгограде родина мать? Верно. Зачтем. Окей. Так, погнали. Третье. У этого монастыря была собственная гидроэлектростанция. До ее разрушения в конце 20 века. О чем идет речь? У этого монастыря была собственная гидроэлектростанция. Ну, тоже, значит, где-то на реке, правильно? С бурным течением, скорее всего. Монастырь. Пока что. Сдавайся. Я скажу ответ. Давай. Это Соловецкие острова Я и понял. Соловецкий монастырь. Четвертое. Из окон дачи Сталина открывается прекрасный вид на эту башню. Но с самой башни дачи не видно, так как она скрыта с густой растительностью. Что это такое? И где? Башня? Башня, да. У Сталина, я подозреваю, не одна дача была, но я знаю, одна такая популярная у нее была в Фаросе, да, то есть, как бы, да, это не она, да? Башня, с нее не видно, а с дачи башню видно, да? Верно. Из густой. Но это не Пизанская башня, да? И не Сюмбике. Я понял, окей. И не Эйфелева? Нет. Нет? Ты подгадываешь, тебе легче-то, конечно, так-то, конечно. Ну ладно, давай не будем томить. Это башня на горе Ахун в Сочи.
Я даже Ну, ты в не- Сочи не был? Да был, но как бы вот на горе, честно, Ахун прям ни разу не бывал. Ладно, окей, зачтем. Зачтем, да. Самое высокое здание в России за пределами Москвы. Сегодня эту 200-метровую цилиндрическую махину из голубого стекла можно увидеть почти с любого конца этого города. 200-метровую? Да. Самое высокое здание, не считая Москвы. А в Москве какое? Насколько я... в Москве не знаю даже, там полно, наверное. Блин, Там 200-метровую. полно наверняка. Это сложно себе представить. 200-метровую. Но дам тебе подсказку, ты выступал в этом городе. И в начале передачи я тебя еще спрашивал, а был ли ты в этом городе? Ты сказал да. А, я понял, Екатеринбург, Верно? Высоцкий. Правильно. Да, я вспомнил, мы там снимали как раз клип на набережной, было видно это здание, да, я вспомнил, да. Гуша, как по твоему мнению, есть ли какие-то вот, музыканты, которые тебе нравятся, как ты считаешь, что они не признаны публикой? Ой, ну, ты знаешь, такие музыканты, которые нравятся, да, то есть есть просто люди, которые нравятся. Да, И ты- и- непопулярные, скажем так. Ну, просто вот, Но тем не менее, ну, фишка в том, что вот как бы клёвые. люди клевые, клевых людей там много, и ты понимаешь, что, ну, есть много клевых людей, но чтобы нравиться, да, публике, надо реально сделать что-то, чтобы нравилось публике. Тут есть очень такая тонкая грань. Ты можешь видеть человека, он тебе может нравиться, ты можешь видеть бесконечный потенциал в нем, способность что-то говорить, выражать, но чтобы реально понравиться большому количеству людей, надо сделать что-то, чтобы вот твоя вот эта способность выражать стала очевидна всем, да. То есть там, чтобы видеть потенциал, нужно самому, по большому счету, уметь реализовывать какие-то такие потенциальные моменты. иметь Да, потенциал. да. А вот чтобы это стало воспринимаемым, оно должно быть уже, соответственно, реализовано. И есть масса людей, которых я очень сильно уважаю. Ну и, в принципе, насколько я могу судить, я вижу, что каждый человек в меру своего трудолюбия и своей способности вот, верить и выражать то, что он хочет, он получает это признание. Я не думаю, что есть непризнанные гении. В принципе, ты получаешь ровно столько, сколько ты вкладываешь, сколько ты делаешь. Ну, можно сколько угодно восхищаться собой и лежать на диване, ковырять в носу там, и говорить, о, какой я непризнанный гений. Я сам так делал много лет. То есть, как бы, но в итоге все, что ты хочешь донести, да, все, чем ты рад поделиться, и ты это делаешь, оно так или иначе находит своего слушателя, своего воспринимателя, зрителя, кого угодно. То есть делаешь, получаешь, даришь. Ну, как бы это вот... Получается, ты считаешь, кто что заслуживает, тот то и имеет. Так. Ну, как бы это жестоко не звучало, да. Да. Наверное, да. Суровая правда. Может быть, не знаю. Помимо музыкального творчества, чем ты еще увлекаешься? Ну, да. Ну, в смысле, мне нравится, ну, вот из таких альтернативных любимых занятий. Я люблю иностранные языки. Это вот то, чем, ну, там, литература, там, понятно, это все, в принципе, рядом сейчас у меня сопряжено. Там, мне нравится всякие оздоровительные практики, массаж я очень люблю, и как предприниматель, и как, собственно, я там, Как мастер? имею да, несколько там всяких таких опытов, обучающих, практикующих. Ну, то есть, как бы, на самом деле, на таком очень зачаточном уровне, но я вот думаю, что если бы мне надоело куда-то мотаться и заниматься музыкой, я бы открыл массажный салон, да, это было бы мое любимое дело. Потом, ну, в принципе, ну, это все рядом. Я считаю, это одно и то же, да, то есть, ну, не знаю. Ну, есть еще что-то, наверняка, то, что я сейчас не могу вспомнить. У меня время от времени накатывает, что-то потом забываю, а потом опять вспоминаю. Ну, я потом, если вспомню, позвоню. Не будем телефон беззвучно делать. Гош, у нас сейчас рубрика «Зимняя рыбалка». Рыбу ловить не надо, если не любишь. Просто Ну, у выходишь меня на лунку. маленький опыт, да, ну...
в этом деле, но есть. Выходишь на лед, выуживаешь золотую рыбку. Так. Тебе попала золотая рыбка. Можешь загадать ей 3 своих желания. Какие они будут? Как хорошо. Какой хороший вообще. Что попалось именно золотая? Да. Я хочу понимать и говорить на всех языках в мире одновременно. Я хочу видеть, чувствовать и уметь решить проблемы всех людей, которые меня окружают. И так, чтобы они это могли воспринять, и чтобы им стало легко и хорошо. И я хочу самому по себе никогда не терять удовольствие от всех этих желаний и процессов, которые мне нравится осуществлять в данный момент. Вот такой момент. Слушай, да тебе теперь за рыбку придется работать. А что, нет? Я только Я хочу стать богом. Да, может быть. Ну, мы-то и так образ и подобие. Хорошее желание, однако. Что лично для тебя счастье? Способность наслаждаться текущим моментом жизни. Быть здесь и сейчас и быть абсолютно гармоничным в этом деле. Не хотеть ни туда, ни обратно. Ты сейчас счастлив? Да. Ты познал? Не знаю, познал. Я, как бы, говорят, познание скорбь, да, но умножающие знания умножает скорбь. Ну, на самом деле, сколько скорби мы познали, столько и радости мы способны пережить. Поэтому, да, я доволен абсолютно всем, что происходит со мной, безусловно. Слушай, это же прекрасно, если Да. ты занимаешься тем, что тебе приносит удовольствие. И ты кайфуешь от этого. Стараюсь. У нас ведь много людей вообще, они всю жизнь бегут за счастьем. Вот там завтра будет лучше, чем сегодня. О, это самое большое, да, большое вообще И заблуждение. Да. все в этой гонке всегда, несчастливы, скажем так. В одном из интервью Виктор Олегович Пеляин сказал: счастье от слова «сейчас». Оно не может быть ни раньше, ни потом. Это то, что происходит сейчас. Если ты несчастлив сейчас, то никакого счастья тебе недоступно, в принципе. Да. Какие у тебя города завтра, послезавтра остались в твоем Ну, вот у меня осталось полуроссийском турне? по сути, финишная прямая. Завтра у меня Нижний Новгород, потом день в день, да, у меня осталось вот 4 дня еще подряд. Тула, Орел, Курск, и я потом возвращаюсь. Вернешься в свое гнездо? В Белгород. Ну да, в одно из моих таких самых перманентных гнезд я прибуду в конце этой недели как раз. Да. Здорово. Ну. Желаю тебе удачи. Пусть будет очень много народу на твоих концертах на оставшихся. Получай позитив от них, дари людям свою прекрасную музыку. Спасибо. Спасибо, что нам выдалась возможность поговорить с кружечкой у камина. Вот так вот, сидя на коврике, уютненько. Спасибо вам, что пришли. Ну а с вами был Юрий Михайлов. Мы, как всегда, встретимся в 22:00 на телеканале «Зима». В выходные. До скорых встреч. Мне по карману все не то, живым не по годам, нам всем не тем, по сердцу, по сезону ли пальто, на дворе пара, да ты где тера, бара, да ты где тера.